Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga в России. И сегодня я хочу вам рассказать и показать во всей красе модель электросамоката Kuga G1 от завода Geelong. Это модель 2020 года, поэтому не удивляйтесь, если она будет иметь мелкие отличия от тех моделей, обзоры на которые выходили в прошлом году. Любители электротранспорта уже давно привыкли к легким и средним моделям и жаждут все большего. К скорости и драйву и правда быстро привыкаешь, а G1 – это одна из самых быстрых и мощных моделей в линейке Kuga. И одна из самых красивых, на мой взгляд. Все-таки сочетание черного и красных цветов бесспорно стильное решение. G1 – это полноприводная модель. У него два мотор-колеса, каждая мощностью 1000 Вт. Максимально заявленная скорость на полном приводе 60 км в час. Но при этом для более спокойной езды вы можете отключить передний привод кнопкой на руле, и у самоката останется только заднее ведущее колесо. В таком режиме скорость будет чуть ниже и меньше будет расходоваться заряд батареи. Кстати, интересно было бы в таком режиме сравнить его динамику с новым G2 Pro, который вот-вот должен появиться в продаже. Аккумулятор здесь стоит емкостью 18,2 ампер-часа с номинальным напряжением 52 вольта. Производитель заявляет, что в экономном режиме на нем можно проехать до 70 км на одном заряде. И когда-нибудь, когда мы точно будем уверены, что будет теплая и сухая погода, мы обязательно проверим его максималку. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. У G1 10-дюймовые надувные колеса с обновленными, более широкими покрышками. По рисунку они скорее шоссейные, чем внедорожные, хотя ширина у них 8,5 см, а стандартные шоссейные раньше были 7 см. Максимальная нагрузка 85 кг на колесо, то есть общая грузоподъемность 170 кг. Тормоза дисковые и механические. Рукоятка нажимается мягко, и на первый взгляд они должны хорошо срабатывать и быстро оттормаживать самокат. Но мы, конечно же, это проверим в тест-драйве и расскажем вам об этом чуть позже. Маятниковая подвеска с моноамортизатором сзади и спереди. Очень мягкая и с большим запасом хода, но обязательно требует регулировки жесткости подвес райдера. Благодаря такой высокой посадке дорожный просвет составляет 19 см, а нижняя часть батарейного отсека, так же как и большинство деталей, выполнена из алюминиевого сплава. Мощная качественная подвеска значительно утяжеляет самокат, и его вес составляет 36 кг. Длина самоката 130 см, но он по-прежнему влезает в стандартный пассажирский лифт. Высота от пола до верхней точки рукоятки 128 см. Высота рукояток руля от поверхности деки 98 см. Ширина руля 65, а ширина деки 23 см. Длина деки 54, а с дополнительной подставкой для ног получается около 70 см. Для транспортировки и более компактного хранения у G1 предусмотрен складной механизм рулевой колонки. Для того, чтобы ее сложить, нужно всего лишь отогнуть ручки, затягивающие хомут, сдвинуть его вверх и опустить рулевую колонку. Собирается все в обратном порядке. Если со временем вместе складывания появляется люфт, нужно подтянуть два винтика под хомутом, как гласит желтенькая наклейка, или затянуть гайки самого хомута. Кстати, на старых моделях был минус в том, что болты этого хомута были довольно слабыми и гнулись, и многим приходилось их сразу же менять. Интересно, в этой модели доработали этот момент или нет? Покажет только время эксплуатации. Пластиковые крылья, закрывающие колеса, выглядят очень стильно, с красными вставками. Но на этом их плюсы заканчиваются. Они по-прежнему слишком короткие, чтобы уберечь вас от брызг на высокой скорости. К тому же грязь с колес будет также лететь и на амортизаторы. Из светового оснащения у него достаточно яркие красные задние стоп-сигналы, которые начинают мигать при торможении. И передние, так скажем, ходовые огни. Фарой это назвать, наверное, сложно. Конечно, в полной темноте они вам чем-то да помогут, но сюда прям так и просится дополнительная яркая фара на рулевую колонку. Еще у этих лампочек есть недостаток в том, что они располагаются на пластиковых крышках, которые ничем абсолютно не загерметизированы, а под ними есть еще и отверстия для проводов напрямую в батарейный отсек. Так что без дополнительной герметизации кататься на нем лучше исключительно в сухую погоду.
Гнездо, вернее гнезда зарядки располагаются на борту батарейного отсека. Для быстрой зарядки можно использовать два одновременно. Тогда время зарядки сократится с 10-9 часов до 5. Но, к сожалению, второе зарядное устройство придется докупать отдельно. В комплекте с самокатом идет только одно. Зато в комплекте помимо основного бортового компьютера с дисплеем идет небольшое устройство, отображающее вольтаж батареи, чтобы было удобнее следить за ее текущим зарядом. Сюда же вставляются ключи зажигания, без которых ваш самокат не включится. Для включения нужно сначала повернуть ключ, а потом нажать кнопку на бортовом компьютере. Коротким нажатием кнопки мод переключаются скоростные режимы. Удерживанием включается освещение. Если зажать обе кнопки, открывается меню с множеством дополнительных настроек, среди которых есть круиз-контроль, плавность старта и уровень рекуперации. Но подробнее о них мы рассказывали вот в этом видео. В модели 2020 года на рукоятках идут обновленные грипсы из мягкой резины с поддержкой ладони. Многим не нравилось, что в старых моделях металлические детали, закрывающие торцы рукояток, позвякивали на ходу. Теперь это исключено. Также на руле есть кнопка переключения между полным и задним приводом, про которую я уже говорила. И кнопка Эко Турбо. Турбо – это, в общем-то, обычный режим езды, а Эко – режим улиточки для того, чтобы экономить заряд батареи. Как именно он работает, мы расскажем после того, как прокатимся. Погнали! Когда на него встаешь, ехать в режиме эко не хочется вообще. На этом самокате хочется наваливать и посильнее. Хочется погоняться с автомобилями на светофоре и посмотреть на их удивленные лица, когда ты их еще и сделаешь на старте. Потому что он рвет с места, как гепард за антилопой. При подключении полного привода он мгновенно вырывается даже из-под райдера весом под 100. Чего уж говорить про меня. Хотя плавность разгона мы заранее установили в настройках бортового компьютера на 2 из 5. И при этом все равно на нем чувствуешь бешеный адреналин, драйв и слезы от скорости текут из глаз. Периодически ощущаешь на нем нехватку какого-нибудь звоночка, хотя лучше даже что-то вроде паровозного гудка, чтобы люди уж точно слышали тебя издалека. Из-за его дикой мощи, чтобы прохожие не отдирали меня от асфальта, большую часть времени я каталась только на заднем приводе или старалась трогаться на второй скорости. Да и вряд ли много девочек моей комплекции задумываются о приобретении такого мощного самоката. А вот наш оператор отрывался на нем как мог, и палец его постоянно тянулся к красной кнопке подключения полного привода. Но мы оба сошлись во мнении, что по подвеске это самый мягкий и самый комфортный самокат у бренда Kuga. Подвеска настолько мягкая, что ты на нем как будто плывешь, а не едешь. Мелкие трещины асфальта и выбоины 2-3 см глубиной G1 проходит не подскакивая, а как бы слегка покачиваясь. Про какую-то тротуарную плитку говорить, думаю, не стоит. Между асфальтом и плиткой нет абсолютно никакой разницы, самокат ее просто не замечает. При этом он шикарно управляется, ничего нигде не люфтит, руль не болтается и не скрипит. Как я уже говорила, курок под указательный палец по плавности управления мне лично нравится намного больше. Высота руля, что для роста 170 см, что для 185 показалась нам вполне комфортной. Дека настолько просторная, что хоть лезгинку на ней танцуй. Тормоза на нем очень приятные. Ручки нажимаются мягко. Рекуперация на вкус и цвет. Мне больше понравилось с ней, оператору нет. В любом случае торможение можно легко управлять. Тормозит плавно, не улетая вперед. Но при этом останавливается достаточно быстро. По следам на тормозных дисках видно, что колодки с завода установлены и настроены хорошо. На влажной дороге, правда, диски закидывает грязью и периодически при торможении появляются посторонние звуки, но оттормаживается всегда нормально. Благодаря высокому клиренсу самокат с легкостью спрыгивает с бордюров высотой около 10 см и спокойно преодолевает различные кочки, ямы, корни и другие препятствия на грунтовых дорогах. Единственное, что при езде по значительным неровностям заднее крыло начинает стучать об колесо, и стук этот иногда прилично раздражает. И еще, если вы вдруг захотите покататься по мокрому асфальту, будьте готовы, что грязью забрызгает все. Абсолютно. И сам самокат, и вас,
от самых пяточек до ушей. При немалом росте в 185 сантиметров нашему оператору брызги спокойно долетали до самых плеч. Также на мокром грунте при такой мощности и на заднем приводе, и даже на полном самокат периодически заносит в поворотах или просто при добавлении газа. Так что я бы сказала, что G1 в заводской комплектации – это транспорт исключительно для сухой погоды, и нечего такого красавца грязью марать. Хотя беречь его и кататься на нем только по асфальту тоже не хочется. Хочется и испытывать его в лесу, и прыгать по различным кочкам и горкам и так далее. Или даже, может быть, найти для него что-то вроде памп-трека. Но для такого уж точно нужна защитная экипировка. А вы бы на таком самокате где больше хотели кататься, по городу или по бездорожью? И еще хочется сказать, что некоторые, думая, что если у самоката есть электромотор, то ездить на нем легко и не требует усилий. Но это далеко не так. Когда ты гоняешь на скорости или по бездорожью, приходится крепко держаться за самокат, и ваши руки, и ваши ноги постоянно находятся в напряжении. Да, тут хорошая подвеска, но часть удара все равно компенсирует ваши ноги. Я бы не рекомендовала использовать этот самокат тем людям, у которых есть проблемы с коленями или какие-то другие различные заболевания суставов. Но если только не кататься в нем в том самом режиме эко, в котором он не едет больше 20 км в час. То есть трогается и разгоняется он так же динамично, как и в обычном режиме, но больше 20 уже не едет. Конечно же, это не единственный наш ролик про G1. Во-первых, потому что как только мы собираемся куда-то выезжать, начинается долбанный дождик. Как сейчас, например. И во-вторых, потому что его воспринимаешь не просто как средство передвижения. Он приносит массу удовольствий и эмоций, и на нем хочется кататься все больше и больше. И как минимум мы еще сравним его с G-бустером и с новым G2 Pro. И так как мы только начали наш путь куга-пытателей, я хотела сказать испытателей, но мне кажется, так ближе к истине. Не всегда мы навскидку можем придумать интересную локацию для съемок. Так что если у вас есть на примете крутые места или какие-нибудь идеи тестов, кроме банального замера скорости и максимальной дальности, то пишите в комментариях, мы обязательно будем думать, как это реализовать. А пока что по скорости, комфорту и цене G1 для меня это лучший самокат. Конечно же, есть еще множество других марок, в сравнении с которыми я, может быть, и изменю свое мнение. Но не думаю, что разница будет настолько уж кардинальной, особенно относительно цены. А на этом у меня, пожалуй, все. С вами была Лена и магазин Куга Самокат. До скорых встреч!